Здравствуйте, мои дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале. Добро пожаловать! Сейчас мы с вами сделаем чистку-отливку, как обычно. И я предлагаю, давайте посмотрим, что, возможно, тайное станет явным. Давайте. Смотрите, я взяла еще Таро нам с вами в помощь. Пускай Таро предрешит, скажем, да, о чем, какие тайны мы будем открывать с вами. Так. О денежках будем что-то узнавать. Замечательно. О денежках, о шансах тоже замечательных каких-то. Так, о чем-то таким связанным с расставанием. С ностальгией, быть может. Так, о влюбленной девушке, о влюбленной женщине. Так, о какой-то подвешенной ситуации, да? О какой-то ситуации, которая, возможно, долго не могла разрешиться, но мы посмотрим, возможно, как же она будет разрешаться, да? Так, на какой-то трудной дороге. Чем закончится трудная дорога? Еще одна карта. И новый путь. Что-то новое. Что новое войдет в вашу жизнь? Давайте посмотрим. Так, мне интересно, мужчина. Ну, мужчина у нас здесь может не проявился сам, ну, допустим, новыми отношениями, новой дорогой может быть показан, а также может быть показан пентакливым шансом. Ну что, давайте. Давайте будем смотреть. Вот такие у нас вопросы, вот такие у нас подсказки. Тайны, о чем будут, о ком открываться, да? Так, дорогие мои, мы начинаем. Сейчас я вот так вот чуть-чуть поправлю. Так, думайте о себе, пожалуйста, о своих родных, близких, любимых людях и о ситуациях, о которых вы хотели бы узнать, как они будут развиваться, продвигаться. Итак. Угу. Что такое? Тайны не хотят открывать, видите? А мы откроем все равно. Так. Все, идем. Пусть и с третьей попытки, но мы откроем, да, дорогие? Так. Смотрите, кто-то будет новый навык какой-то приобретать. Вождение, например, или что-то может быть связано со спортом. Я вижу, что этот ваш навык, он вам очень поможет. Какие-то прямо двери для вас откроют. Поэтому все, чему вы обучаетесь, это все вам в плюсик. Так. Смотрите, есть человек у кого-то на работе, либо живет как-то рядом с вами, например, по соседству, да, что вы в контакте. Вот здесь идет такая интересная инфа. Человек собирает какую-то как информацию, наблюдает не только за вами, еще за другими людьми. И куда-то докладывает. Вот. Ну, если по работе, то это понятно, да, кто опоздал, кто пришел позже, кто там что-то не сделал или какие слова сказал в сторону начальства. Вот. Но если по соседству, ну, тоже это все, конечно, может быть. Не представляю, куда можно жаловаться, ну, как бы, куда это можно что-то отправлять. Но вот есть такое. С этим человеком все непросто. Он получает какую-то мзду, какую-то финансовую поддержку за свои вот эти сообщения. Поняли? Так, смотрите, что будет. С этим человеком произойдет что-то, какое-то событие, для него неприятное, может быть, болезнь, либо другое какое-то чрезвычайное событие. И вот вы таким образом, ну, вы и так, скорее всего, как-то чувствуете, либо догадываетесь. Вот. Оно, знаете, все до конца скрыть невозможно. Все равно как-то вылезает деятельность, да, человека. Особенно если это просто человек, не профессионал какой-то, да. Вот. Но вот вы, будет вам знак, кто это, и вы просто будете осторожнее с этим человеком. Но с ним что-то вот произойдет в его жизни такое негативное. Так, дальше. Вижу женщину. Отчаянно нуждаетесь вы в поддержке, как в моральной, так и в материальной. Так. Вы знаете, вы скоро встретите такого человека. И он даст вам все, что вам надо, и даже больше. Вот идет прямо, знаете, как спасательный круг какой-то. Тем не менее, в будущем я вижу, что у вас будет выбор между этим человеком и еще другим. Другой человек пока
он настолько как бы, ну, далековато, что я его не могу о нем раскрыть что-то, да, просто вижу, что он будет. Но я об этом человеке хочу сказать. Выбор, конечно, за вами. Но этот человек всегда будет вам опорой, поддержкой, никогда не бросит, никогда не предаст. Просто об этом человеке скажу. Какой будет тот человек, это вы уже сами будете разбираться, потому что это будет позже. Так. Крутится мужчина рядом с вами, интересуется вами. Вы как будто не сразу отзоветесь на его интерес, как, может быть, игнорите, либо отказываете, вот такое что-то. И его это так зажигает, вижу. Не привык, что ли, чтобы ему отказывали, либо вот именно от вас он хочет вот эту реакцию, да? Влюбится вообще, как мальчишка. У вас будут отношения очень странные, страстные и долгосрочные. Вы знаете, оговорочки, они ж по Фрейду. Может быть, и правда они будут странные, да? Но страсть тут точно будет и долгосрочно. Но, может быть, в чем-то странность какая-то и будет. Необычность, скажем так, да? Так, дальше. Так, идет какое-то празднование, семья, друзья. Собираются люди за одним столом. Вы знаете, за этим столом будет человек, которого очень вам дорогой, которого вы ожидаете, вы хотите, чтобы он оказался за этим столом, но вы как-то не уверены, да, либо обстоятельства так складываются, либо между вами есть какие-то трения, допустим, но он будет за этим столом, человек, который вам дорог. Так. Какая-то идет борьба непримиримая в семье. Ну вот между двумя женщинами. Одна старше, другая моложе. Может, это невестка и свекровь? Вы знаете, на удивление, вот эти отношения такие накаленные, они будут изменяться в лучшую сторону. Знаете почему? Тут как появляется, может быть, еще одна невестка у этой свекрови, да? Еще какой-то человек появляется, на которого она как переключается. Вот тут, вот как будто она понимает, что вот это действительно ей не нравится. И получается, начинает ценить вот эту женщину, да, которая сейчас у нас на отливке смотрит. То есть отношения наладятся, потому что эта женщина просто переключится на что-то другое, на кого-то другого. Вот так вот бывает. Так, дальше. Кто-то идет с повинной. Ох и виноват, ох и виноват. Ну, здесь человек раскаялся, свою вину признает, как-то будет стараться загладить ее. То, что он сделал по глупости было, либо даже по алкоголю. Такое тоже может быть. Ну, он осознал все. Тут пара сама разберется, как дальше действовать. Ну, то, что такое будет, то, что такой человек появится, будет стараться оправдаться или как бы извиниться. Вот такое идет. Ой, я вижу информацию. Смотрите, у кого-то есть хобби. Просто что-то вы делаете, вам нравится это, да, что-то вы умеете. И умеете это делать хорошо, потому что вы давно, знаете, как оно, с радостью что-то делаете. Может, кто-то рисует картины, кто-то что-то вяжет, плетет, шьет, не знаю, даже стихи, может быть, сочиняет. Здесь вот появится у вас возможность вот продавать то, что вы умеете. И вам это начнет приносить доход. И хороший, нормальный как бы доход, на который можно рассчитывать, как-то опереться. И я вижу, что вы будете, знаете, с одной стороны радоваться этому, а с другой стороны огорчаться, что у вас так давно в руках был инструмент заработать, да, а вы не знали, либо не верили в себя. Ну,
все равно как бы будете очень радоваться своему этому открытию. То, что не только вам нравится, а и другим людям нравится, понимаете? Вы можете это предложить другим людям, ваше умение. Так. Смотрите, у кого-то есть отношения, скорее всего, на расстоянии, либо по переписке, не обязательно на большом расстоянии. Может, вы живете в одном городе. Вот. Ну и такие теплые какие-то, ну, любовные идут вот эти переписки, все ждете вы эту смс-очку, либо этот звонок. Вы знаете, у вас идет встреча с этим человеком. Встреча идет. И я вот вижу, что он вас не разочарует. Он вам при встрече еще больше понравится, а вы ему. То есть такая вот рождается еще более что-то крепкое, более что-то серьезное. Так, ну, с его стороны, вы знаете, я вижу, что будет какая-то женщина, которая хочет с ним быть тоже. Какое-то время это может вносить напряжение в ваши отношения. То есть, ну, как бы напряжение, да, вот я правильно выразилась. Но со временем попустит, что называется, видите, вот как бы успокоится. То есть либо эта женщина сама отойдет, просто поймет, да, что ей уже нечего тут добиваться. Ну, либо как-то он ей скажет, иди своей дорогой, либо, конечно, может она встретит другого. Ну, будет меняться все так, как вам надо, в лучшую сторону. Так, кто-то долго очень добивался каких-то бумаг, что ли. Либо вы искали, знаете, как в архивах там кто-то что-то ищет. Нужно либо свои бумаги куда-то вы потеряли или ждете их откуда-то из каких-то органов. Ну, наконец-то получите. Но я вижу, долгое время вы к этому шли, добивались чего-то там, искали. И вы получите, вам придут эти документы. И вижу, что вас будет это очень радовать, какие-то двери для вас открывать. Может быть, куда-то тогда сможете ехать, идти, да, либо работать с этими бумагами. Такое что-то идет. Так. Мужчина идет, кому-то знакомство, знаете, какое, скорее всего, или усы, или борода. Растительность вижу на лице. Очень такой приятный, глаза красивые. Так, работает. Работа у него не физический труд, а вот умственный. То есть он как-то в кабинете сидит там. Либо руководит, либо просто, знаете, вот офисный работник, когда у него работа там в интернете, в компьютере. Так, человек приятный, умный, интересный, глубокий. Ну, такое, знаете, новое поколение, новая формация. Он, конечно, он физически не может, не умеет ничего сделать. Например, знаете, как мы привыкли, в доме мужчина должен там и то уметь сделать, и то. Но он хорошо зарабатывает. И то, что он не умеет, он может оплатить, и ему придут и сделают. Вот так вот. Вот так вот он смотрит на эту жизнь. Ну, как человек очень хороший. Вот такое идет знакомство с мужчиной. Будет роман очень красивый. Будет зависеть от двух человек, как оно дальше пойдет. Ну, вот такое идет новые отношения кому-то. Мгм. Смотрите, дорога идет у кого-то. Дорога, как, знаете, в какие-то края, как бы и родные, но вы там не были очень давно. Может быть, в отчий дом, допустим, или к каким-то друзьям детства. Либо кто-то уехал, живет в другой стране, а теперь будет дорога в свою, да? Вот такое вот что-то. Ну, такая трепетная эта дорога. Вот вы подъезжаете, вы так радуетесь вот тому, что вы видите. Вот все такое родное. И так давно вы там не были. Вот такое вот что-то будет родное, то, зачем вы скучали, ностальгировали, да. Вот скоро будет дорога именно в такие края. Мгм. Ну,
На этом давайте перевернем. Теперь посмотрим, что с этой стороны у нас. Так, дорогие мои. Сегодня наша чистка, смотрите, какая красивая, да? То есть мы с вами работаем. Чуть-чуть есть точечная какая-то грязь. А так, в общем-то, наши успехи отражаются на каждый раз на воске мы видим. Так что, дорогие мои, должно быть у вас, должны быть открыты все двери, все получаться, все ваши планы сбываться. Посмотрите, какие вы чистенькие у нас. Чуть-чуть, вот видите, чуть-чуть есть. Так, что вижу здесь, с этой стороны? Женщина перегружена, очень много работы, тянет на себе все. Буквально вот человек как будто идет, у него как мешки на спине. Ну, понятно, что это же не мешки, это вот обязанности, какие-то трудности, да, которые вот я должна сделать и все. Тут только кроме меня некому, да, как будто. Смотрите. Ну, я вижу, что прям вот как на середине пути будет человек, который у вас половину точно этих мешков возьмет. Не то, что он их украдет, конечно, а просто скажет: так, дорогая моя, тебе трудно, я хочу тебе помочь. То есть какой-то помощник идет, какая-то ситуация, когда вас разгрузят. Это могут быть и домашние ваши, да, которые скажут: так, мамочка, теперь буду ужины готовить я, ты и так перерабатываешься, да. Либо на работе появится человек, может быть, вы работали за двоих, не было кого-то, ну, уволен был или не было, да, вакансии, а теперь вас разгрузят, будет другой еще человек, который поможет вам. Вы будете очень этому радоваться. Так, здесь вижу, кто-то занимается лечением. Смотрите, как бронхи легкие, вот такой. Либо болел кто-то просто этим, я имею в виду, ну, такая сезонное там заболевание, да, либо что-то более посерьезнее, может быть, даже было. И вот вижу, как идет выздоровление, такое очищение, все чистенько, прозрачненько, так, как надо. То есть все идет хорошо. Может быть, подбирали, например, долго какое-то лечение, антибиотик там или еще что-то. И вот идет выздоровление, все идет как надо, как говорится, все по плану. Так, кто-то задумал приобрести себе животное в дом, да, маленького щеночка, либо котенка. Вы знаете, очень правильное решение. Такая будет ваша любовь, такое будет ваша отдушина. Просто вот будете думать, как я без этого раньше жил. Так, может быть, ради себя, может быть, ради ребенка будете приобретать, да, принесете в дом, но потом будете очень-очень рады. Так, идет 3 шанса. Кому-то идет 3 шанса, целых 3 вы можете взять. Может быть, одно с любовью связано, другое, например, с работой, там, третье с обучением или с какой-то дорогой, да с выигрышем, с чем угодно. И вы знаете, что я возьму? Человек, вижу, да, возьмет все 3 шанса, дорогие мои. Бесстрашно, да, возьму, и это мне надо, и это мне надо, я все возьму. Замечательно, здесь такой идет успех, такой в 3 этажа, что называется, потому что вы ни от чего не откажетесь, вы все рискнете и возьмете. Так, вижу, как недовольный такой человек старшего возраста уходит. Это, скорее всего, может быть увольнение, но поскольку здесь это не вы, потому что в таком демоническом образе этот человек прорисован, вот если видите, да, может быть, уходит. То есть, может быть, например, какой-то был начальник невыносимый, который всех уже замучил, да, и наконец-то вот будет там идти на пенсию, все будут радоваться, за спиной идет радость у этого человека, другие люди радуются, а он уже просто, ну, как бы, не в том дело, что человек пожилой, там, ради бога, мы все станем, кто доживем, пожилыми станем, а просто вредный такой человек, знаете, всех измучил уже, и все радуются, что он уходит. Закрывается дверь, уходит этот человек. Вот такая у нас сегодня отливка, дорогая моя. Мне кажется, что Таро нам тоже подсказала очень даже, в каком направлении, да, и все это очень хорошо сработало. Очень даже такой классный тандем получился. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы со мной. Не забудьте поставить лайк этому видео. Это ваше мне спасибо. И всех обнимаю. И до новых встреч. Пусть все будет у вас замечательно.